Прежде чем записать кадры Тусента, я проснулась в трусах, в чужом доме, в Новиграде. И самое страшное, я даже не помню почему. Корво Бьянка – жемчужина райского Тусента, его самая лучшая часть, которая пленила с первых минут. Винодельня Корво Бьянка достается нам по квесту о поимке Бести. Это самое начало дополнения «Кровь и вино». Спустя некоторое время Корво Бьянка переходит к нам вместе с самым лучшим средневековым дворецким Базилем. Базиль – потомственный дворецкий, считается самым лучшим из всех, и теперь он занимается нашим домом, пока мы убиваем очередного хлопца-утопца. Базиль – наш спаситель. Ему можно принести монеты, и он сотворит из нашей усадьбы конфетку. Корво Бьянка является именно усадьбой, то есть это комплекс сооружений на одной территории, которые отвечают за различные хозяйственные нужды. О ней даже упоминается в серии книг «Ведьмак», а именно в книге «Владычица озера». А там, гляньте, докуда хватает глаз, другие небольшие замки и другие виноградники. Да и названия тоже, думаю, вам знакомы. Ферментина, Тричелли, Касательдачи, Туфу, Санкере, Нурагус, Короната и, наконец, Корво Бьянка по эльфиму Гвинкербин. Владычица озера, глава 3. Вкупе с домом у нас есть конюшня, точнее, у меня место под конюшню, отдельные комнаты для работников. Да, у меня есть работники. В их арсенале не так много вещей, в основном это еда и прочие другие предметы вместе с местом для приготовления еды. Также у меня имеется маленькая мастерская, где я могу ковать оружие и доспехи. Для меня этого вполне хватит. Мой любимый Базиль откопал для меня местную алхимическую лабораторию, благодаря которой открылись дополнительные бонусы. А теперь посмотрите, сколько у меня вина. Господи, да это же упиться можно. Осмотрев мои запасы, мы переходим к самому главному жилкомплексу в Корво Бьянка, мой собственный дом. И если вы не играли в Ведьмака или не читали книги, то не можете понять, почему же я так радовалась, когда получила дом. Дело в том, что ведьмаки не умирают в своей постели, и у них нет дома. Они скитаются по миру в поисках заказов на чудовище и переходят от одной чужой кровати к другой. В нашем случае у нас есть Каэр Морхен, но это разрушенное здание на севере, в котором промозгло и ничего нет. И это не совсем прям дом Геральта. Это скорее убежище ведьмаков, а как вы можете представить, убежище сильно отличается от своего дома. Корво Бьянка находится в Тусенте, а Тусент, в свою очередь, это не просто рай, это теплый край с необычайно чистыми ручьями, вкусной едой, уникальным вином, как вина Махакама, а также это место, где мы можем отдохнуть. Его можно сравнить с курортным городом, однако в нашем случае я поселилась здесь навсегда. И после всех скитаний, геройских свершений Геральту подарили свой собственный дом. После всех прочитанных книг и прохождения третьей части мне стало так тепло на душе, что наконец-то, пусть и в игре, но у Геральда теперь есть его собственная кровать. Он может куда-то вернуться в конце трудового дня, а в Тусенте тоже немало кого можно убивать и получать за это монета. И монет даже больше. Тусент большое княжество и богатое. И самое главное, здесь можно купаться. Ох, это ли не мечта? Пить вино, играть в Гвин, слушать истории Базиля и купаться в чистейших водах Тусента. Наш дом располагается на небольшом холме, с которого открывается чудесный вид на поля и горы. Эти теплые лучи окутывают тебя во время созерцания происходящего, и мы, довольные и счастливые, заходим в наш дом. Прямо в зале нас уже ожидают дивные виды произведений искусства местной кухни, различные сыры, хлеб, различные виды мяса и, конечно же, вино. Это не простое вино. В Корво Бьянка создается одно из древнейших вин Тусента – Саперменто. В зале нас уже ожидает Базиль и готов выполнить любые поручения, которые только необходимы для нашей усадьбы. Такие постройки обошлись мне в 14 тысяч монет. Вся работа состояла из постройки алхимической лаборатории, верстака бронника, оселок для заточки мечей, новой кровати, библиотеки, стойки для оружия, стойки для доспехов, гостевой комнаты, конюшни и сада. Пройдя чуть правее, мы можем увидеть небольшой столик с разными явствами. Могу предположить, что это столик Базиля, где он занимается делами насущными и пьет чашечку чая или саперменто. Чуть ближе ко входу по левую сторону у нас располагается кухня, на которой спасенная нами в квесте отзвук леди готовит вкусный ужин. Мы расколдовываем Вихта, и пожилая леди становится нашей кухаркой и обитает в доме. Она очень вкусно готовит, и теперь у нас по всему дому расположены маленькие сладости, фрукты и, конечно же, саперменто. Выйдя из кухни и пройдя вперед, мы посетим самую лучшую комнату
комнату нашу. И, о боже, какая неожиданность! Это же мой любимый единорог. Моя красавица отдыхает за домом, и мы чуть позже к ней присоединимся. А пока продолжим наше путешествие. В уютной комнате мы можем увидеть сундук, прикроватную тумбу, даже письменный стол, которым нельзя воспользоваться. Зато можно повесить картины и положить книги, что очень кстати, учитывая, что здесь важен вес Геральта. Чтобы не потерять все книги, мы можем разместить их на полке и перечитывать время от времени. Иногда попадаются довольно интересные, так что не стоит от них отказываться. Как вы видите, везде расположены ковры, от них никуда не деться, они везде. Второй этаж менее скуден по предметам, и я до сих пор не могу понять, чей он. То ли, судя по платью, это все-таки комната Йеннифер для ее вещей, то ли это комната Базилия, и Йен просто сбагрила свое барахло к нему. Если это комната Йен, то где же живет Базиль? Да, в усадьбе есть пару домов, но непонятно, где именно обитает Базиль. Могу предположить, что, скорее всего, эта комната именно Йен. Она придумала чудесное платье для Тусента, хоть и белое она никогда не носила, но с ее черными волосами, пахнущими сиренью и крыжовником, такой наряд будет как нельзя кстати. Сам дом строился из камня и покрыт белой краской. Мы даже можем увидеть художественное произведение на стенах, прямо на видном месте, и золотистые узоры на входе в наше имение. Крыша и окна полностью деревянные, хотя в случае с крышей дерево, скорее всего, играет роль декора. А может и нет, так как в Тусенте не идут дожди. Это точно не те белые стены Греции, так как такой камень существовал только в самой Греции, а в случае с постройками средневековья нужно было обходиться тем, что есть, то есть камнем и деревом. По всему периметру усадьбы расставлены цветы и прочие мелкие атрибуты декора, которые придают особый шарм Корво Бьянка. Пора бы нам наведаться к моей даме сердца, которая отдыхает и получает удовольствие от жизни. Рядом цветет мак, в бокале налито сепруменча, и теплые лучики заставляют нас улыбаться. Как она еще не жарилась в этом костюме, я не знаю. Кстати, о костюмах. Вы только взгляните, какой я красивый. Прям тон в тон Тусенту. А теперь давайте устроим небольшую прогулку вокруг дома. Тусент. Ох, мой Тусент, недоступный и такой манящий. Чистое небо над головой, пение птиц и ощущение, будто только сейчас ты начал жить. Никаких забот, твоя задача лишь получать удовольствие от происходящего и ценить то, что у тебя есть. Ощущение, будто ты наконец получил награду за свою сложную и мучительную жизнь. Будто именно сейчас ты наконец понял, что же такое жить, и именно теперь ты счастлив. Быть счастливым в Тусенте – это абсолютно нормальное состояние. Город находится в шаговой доступности, и в следующем ролике мы обязательно его посетим. Вы только посмотрите, какой чудесный вид открывается перед нами. Это ли не счастье? Это ли не мечта, Тусент? Ох, мой Тусент, я обязательно вернусь к тебе. Пройдя все неисповедимые пути, сквозь пургу и зной, сквозь смерть и боль, я приду тебе. О мой Тусент.